Бранд. Это пятизвездочный гибридный мечник, который умеет не только наносить огромный урон, но и поддерживать второго ДПС в команде с помощью аутро-скилла. Благодаря этому вы можете собрать команды, где урон идет не только от одного персонажа, а распределяется между двумя ДД. А еще у него есть способности к лечению и защите, и почти все его умения выполняются в воздухе. Это добавляет динамики и делает его относительно безопасным в бою. Секрет силы Бранта – его форты. В основе всего у Бранта лежит система форты, или же как она называется в случае Бранта – Браво. Вот что важно знать. Заполнение Браво. Его полоска Браво заполняется тремя способами. Базовыми атаками. Особенно крутыми являются его атаки в воздухе. Они заполняют полоску намного быстрее, чем атаки на земле. Интро-скилл. Этот навык наносит небольшой урон, но сразу же дает 25% полоски и запускает воздушную серию атак с более продвинутого уровня. Резонанс с скиллами. Они играют вспомогательную роль, и на них можно не сильно полагаться. Почему так важно форте Бранта? Как только полоска достигнет 100%, Брант может использовать улучшенную версию своего скилла Return from Ashes, который масштабирует от урона его базовых атак и наносит огромный урон. А еще каждые 25 очков в полоске дают легкое исцеление для всей команды и прибавку к атаке. Все это зависит от его восстановления энергии. Основные умения и их значимость. Интро-скилл. Это ваш стартовый ход, он не только наносит небольшой урон, но и заполняет 25% форты, позволяя сразу же начать воздушную серию атак. Без него оптимальная комбинация просто не начнется. Ульта. Это навык не просто атаки по области, он лечит всю команду в зависимости от уровня восстановления энергии. Усиливает бонус к атаке, получаемый через форте. Мгновенно поднимает Бранта в воздух и удваивает скорость заполнения полоски форте. По сути, ульта создает идеальные условия для нанесения гигантского урона. Фактически, его ульта усиливает его форте, так как просто позволяет еще больше получить бонуса и еще сильнее исцелять во время набора форте. Комбо базовых атак и заряженных атак. Когда вы зажимаете кнопку базовой атаки в прыжке, Брант начинает выполнять серию воздушных атак с эффектным сальто и мощными заряженными ударами, которые быстро заполняют полоску форты. Это и есть двигатель его урона. Улучшенный скилл резонансный Return from Ashes. Когда полоска форты заполнена, наступает момент истины. Этот скилл наносит колоссальный урон и заполняет половину энергии концерта, делая его основным источником урона. Меняйте персонажа по необходимости. После использования резонансного скилла можно спокойно сменить Бранта, особенно если вы играете в дуо ДПС командах. Важность восстановления энергии. Основная сложность при сборке Бранта. У Бранта есть один нюанс. Ему требуется много энергии для оптимальной игры. Восстановление энергии ваш главный приоритет. Его урон и важность использования ульты зависит от высокой скорости восстановления энергии. Каждый процент свыше 150%, максимум до 280%, дает ему дополнительную атаку. Экипировка. Для максимальной эффективности требуется сигнатурный сет эхо с общим требованием в 250% восстановления энергии. Идеальным вариантом будет его сигнатурное оружие Unflickering Valor, которое не только обеспечивает необходимое восстановление энергии, но и добавляет бонус к базовой атаке и немного крит рейта. Альтернативой может быть его другое оружие, если нет у вас сигнатурного, это вот оружие. И также можно еще, если вы не собрали его сигнатурный сет, можно использовать 5 частей Molten Rift, чтобы поддерживать стабильный ритм его комбо и урона. Давайте быстро пробежимся по лучшим оружиям для Бранта. Коротко, ярко и по делу. Unflickering Valor. Фирменное оружие Бранта. Абсолютный must-have, если играете именно за него. Огромный реген энергии, бонус к базовой атаке и небольшой прирост к крит рейту. Делает его идеальным для сборки с набором Tide Breaking Courage и даже с Fusion бонусом
урона в троечке. Заметьте, это оружие создано только для Бранта. Авертюра. Один из немногих мечей, которые можно использовать для замены его сигнатурного оружия. Да, тут нужно кучу реген энергии, подстатов и двойная реген энергия в троечках. То есть 2 троечки на реген энергии придется вам брать. Но если все собрать, мощный бонус от огромного восстановления энергии сделает его конкурентоспособным. Единственный нюанс. Его концерт не играет особо большой роли в ротации Бранта. Sword of Voyage. Похож на авертюру, но с еще меньшим регеном энергии. Это худшая альтернатива, требующая абсурдно хорошей экипировки для нормальной работы. Без достижения 250% энергии этот меч просто не справится с нуждой для его сигнатурного сета эхо. Оружие без восстановления энергии, но все же с достойными вариантами для Бранта. Emerald of Genesis. Считает восстановление энергии, крит шанс и солидную базовую атаку. Отличный вариант, если нужна универсальность, но без дополнительного восстановления энергии. Он не позволяет использовать лучший эхо-сет Tidebreaking Courage на S1. Red Spring. Фирменное оружие Камелии. Подходит для всех мечников, сфокусированных на базовых атаках. Дает приличный бонус к проценту атаки, крит шансу и базовому урону. Плюс огромный бонус после траты концерта. Хороший выбор для Бранта, если отсутствует оружие на восстановление энергии. Команда of Conviction. Универсальный меч, который почти безусловно активирует свой бонус, так как большинство резонаторов пользуются интроскиллом, а время нахождения на поле обычно не превышает 15 секунд. Lumin Gloss. Хороший вариант, дающий бонус тяжелых и базовых атак. Хотя бонус действует всего 10 секунд. Для Бранта, который часто использует скиллы, это сильный 4-звездочный выбор, но отсутствие восстановления энергии может стать минусом в некоторых сборках. Теперь перейдем к наборам эхо. Первым вариантом будет Tidebreaking Courage, дает 10% безусловного восстановления энергии и 15% атаки. Плюс 30% бонуса ко всем элементам урона при достижении 250% восстановления энергии. Особенность. Это требование сложно выполнить, но если сможете, Брант получит значительное усиление личного урона. И в этом случае, с этим сетом, у нас только один вариант, по сути, это взять вот этого дракона, как главное эхо, то есть 4. Dragon of Dirk дает 12% фьюджен бонуса и 12% базовых атак бонуса. Идеально для резонаторов, которые делают упор на базовые атаки и используют бонус 5 частей Tidebreaking Courage. Следующий у нас Moonlit Cloud. Предоставляет 10% восстановления энергии без условий и при использовании аутро дает следующему персонажу 22,5% буста атаки. Подходит, если хотите сделать Бранта более саппортом. Он хоть и наносит хороший урон, но с этим сетом его поддержка команды выходит на первый план. К этому сету из 4 выбираем Херона. Это саппорт эхо, естественно, который снижает личный урон, но дарит значительный прирост энергии. Его используют с последующим отменением анимации перед аутро, чтобы активировать 12% бонус для следующего бойца, что вкупе с 22,5% атаки от 5 частей Мунлита дает мощный эффект. И последний вариант это Molten Rift. Дает 10% базового бонуса фьюджен урона и дополнительно 30% после использования резонансного скилла. Итого 40% дополнительного фьюджен урона. Не все ротации Бранта включают резонансный скилл, так что выбирайте этот сет, если уверены, что сможете его включить в его ротацию. Это не самый топовый вариант, но он универсален и доступен. В данном случае, то есть с этим сетом выбираем Найтмара, вот этого, новую версию гонщика этого. Найтмар Inferno Rider.
в данном случае. Дает безусловно 12% фьюджен бонуса урона и 12% резонансного скилл бонуса, что отлично подходит для резонаторов, сфокусированных на фьюджен уроне с бонусом от 5 частей Молтон Рифта. Или же выбираем обычного Инферно Райдера, если он у вас есть, естественно. Так как он тоже дает бонус фьюджен урона, но в данном случае увеличивает еще на 12% урон базовых атак. А у Бранта много урона считается базовым, уроном базовых атак. Теперь основные статы. Выбираем... В четверочку выбираем Crit Rate, Crit Chance. В зависимости от того, что вам больше всего нужно или чего не хватает. В тройке, если у вас нету сигны, то вам в любом случае нужны будет 2 тройки на восстановление энергии, то есть обе. Если вдруг у вас есть сигна, вдруг вы ее выбили, одну из троек можно заменить на бонус к фьюджен урону. И обе единички, естественно, на атаку. Тут не ошибешься. Основные статы, то есть конечные, у вас должны получиться такие вот сейчас. Атака должна быть 1400, 1800 это без бафов, то есть базовая атака без сета, без ничего, то есть без каких-то бонусов бафов. Дальше. Fusion бонус тоже без бонусов, без бафов, то есть чисто одев сет. У вас должна быть около 42%, то есть до боя. Крит рейт. Крит рейт у вас должен получиться как минимум 65. Желательно, конечно. В лучшем случае, скажем так. И крит урон должен быть как минимум желательно 220. Ну и чем выше, тем лучше, естественно. Восстановление энергии 250 минимум. Если прям вот сильно постараться, то нужно 280. Прям вот, если поднапрячься во всех эхо в субстатах собрать доп энергию как бонус, то должно получиться 280. Особенность Бранта в том, что каждый процент энергии свыше 150 превращается в мощный бонус к базовой атаке. Именно поэтому в троечку лучше брать и восстановление энергии. Это зачастую будет выгоднее, чем те, что дают просто бонус атаки или бонус фьюджен урона. Когда базовой атаки достаточно, дополнительная атака в проценте не так эффективна. И в завершении гайда поговорим о том, с кем Брант хорошо синергирует, а также какие команды можно собрать для максимальной эффективности. Первым вариантом будет, конечно, Чан Ли. Брант и Чан Ли — настоящее сокровище. Брант позволяет королеве быстрых свапов играть в гиперкэрри стиле. Без его ультра скилла, который дает 20% фьюджен бонуса и 25% резонанса скилл амплификации, Чан Ли не может раскрыть весь свой потенциал. Вместе они свободно справятся практически с любым контентом. Следующий вариант — это использовать Санхуа в команде. Брант не только универсален, но и может быть настоящим основным ДД. Используйте Санхуа с ее 38% бонусом к базовым атакам, чтобы усилить личный урон Бранта. Дальше у нас Чисия. Аутро Бранта отлично сочетается с Чисией. Они взаимодополняют друг друга и усиливают и Брант усиливает основной вид урона Чисии. Фьюджен урон и скилл урон тоже. Эта комбинация даже может оказаться сильнее, чем вариант Чан Ли. Если правильно одеть, естественно. Ну или если хорошо повезет одеть, естественно. Дальше это у нас Энкор. Если вам нравится идея двойных ДД, попробуйте Бранта с Энкор.
Его скилл, резонанс скилл бонус через Аутро в сочетании с Fusion бонусом урона дает мощный бонус. Вкупе с феноменальным личным уроном Бранта эта пара выглядит просто неотразимо. И теперь у нас саппорты, основные, скажем так, в команде. Верина, классика жанра. Эта целительница вписывается практически в любую команду, обеспечивает личный командный баф. Атака и 15% амплификации урона. И быструю ротацию. С ней ваша команда будет не только наносить урон, но и выжимать максимум в самых жестоких боях. И последний саппорт, то есть последний вариант, это Хранительница берегов или же Shorekeeper. Целительница, которая дает целый набор бафов. 12% крит рейта, 25% крит урона, 25% атаки и 15% амплификации урона для всей команды. Если вам нужна поддержка на высшем уровне, Shorekeeper выбор номер 1. Таким образом, идеальные команды будут выглядеть вот таким вот образом. Если вдруг вы соберетесь Бранта использовать как основного ДД, то есть гиперкэри команду будете делать, вариант будет таким: Брант, Санхуа и, естественно, это у вас Shorekeeper или же Верина. Если и обоих нету, то уже на крайний случай берем Байжи. Ну, прям в крайнем случае, если нету ни того, ни того. Здесь не забудем, что Санхуа желательно одеть в Moonlit, чтобы она бафала Бранта. Ну, то есть она была бафером Бранта, по сути, тоже дополнительным. Дальше, если собираемся играть с Чан-Ли, берем Чан-Ли, берем Бранта, естественно. И тут тоже самая ситуация, это или Shorekeeper, или же Верина. В зависимости от кто у вас есть. Но опять же, как я говорю, на крайний случай можно взять Байджи. На крайний. Вот, в идеале будет таким образом. Опять же, Чан-Ли можно заменить на Энкор. Энкор. Ну, у меня ее нету. То есть, у меня Энкор просто нету. Но тут может быть или Энкор, или Чисия. Вот. И еще один вариант. Это Бранта можно использовать под Джинси или под Карлоту. Так как и та пользуются резонанс скиллом, бонусом от резонанс скилла, и Бранта может бафнуть этот бонус. Но в данном случае лучше Бранта будет собрать в Moonlit сет, так как третий саппорт, это Верина или Shorekeeper или Байжи, они будут с хилсетом, то есть бонус от хилсета будет идти от них, а от Бранта должен быть бонус с Мунлита. Таким образом, он может быть саппортом под Карлоту или же под Джинси полноценным. Теперь ротация за Бранта, играя Брантом. Жирнющий плюс, на мой взгляд, у Бранта в том, что без разницы в какой команде он играет, у него ротация всегда одинаковая. Желательно Брантом начинать через интро, так как она быстро помогает загрузить форты, интро сразу дает 25% форты. Бой начнем мы с вашего второго саппорта, это Верина или Shorekeeper или Байджи, кто у вас там в команде. И после этого только переключимся на Бранта. Вот начинаем с Верины, например, в моем случае. Собираем форты у нее. И после этого переключаемся на Бранта. Желательно, чтобы ульта у вас была готова. Если ульта не готова, загружаем ее, активируем. И теперь самое главное стараться использовать базовые атаки в воздухе, так как это быстрее позволяет загрузить его форты. Как только загрузилось, используем резонансный скилл спецзаряженный, ну то есть спецатаку его резонансного скилла. Используем эхо, переключаемся на основного ДД. Сливаем. Все, что у вас там есть, все скиллы, все умения, все, что есть. И в моем случае баф от Верины до сих пор действует, потому я могу снова вернуться на Бранта. Опять же, ульта. Атаки в воздухе, чтобы загрузить форты. Этот резонансный скилл. Эхо. Основной ДД.
И в данном случае, вот я же с Авериной играю, то есть я снова верну... Теперь я уже вернусь на Верину, уже в этом случае. Если у вас не Верина, а Хранительница, то после сразу первого круга сразу возвращайтесь на... То есть после Чан-Ли возвращайтесь на Хранительницу. Просто хил баф от Верины действует чуть дольше, потому можно успеть вернуться на Бранта. Опять же, вот ульта с Бранта. Атаки в воздухе. Спецатака. Эхо. Основной ДД. И если шорткипер, то возвращаемся на шорткипера. В моем случае вот опять Бранд. И спецатака. И все.